Так я росла, да, в маленьком городе, но всегда знала, что хотела увидеть мир. Уже из 6 лет я говорю по-английски, поэтому русский язык я научилась сама потом. С твоими ногами, которые просто не вмещались у нас в камеру. Я попала в санаторий на целый год. Модельный бизнес 20 лет тому назад. Это жестокий мир. Я видела, что этот менеджер сделал с одной девочкой. Даже вот всякие red carpet events, все это была моя работа. Ну, потом я стала директором этой лондонской офиса, да. У одной девочки сейчас 5 миллионов. Когда у меня первый раз была на моем пикнике, Да, твой самый большой контракт. в Дубае. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях и рассказывает свою историю Ивита Сатор. Знакомьтесь. Я сейчас прочитаю только маленький список того, что делает эта красивейшая женщина. Внимание! Бизнес-ментор, консультант личностного роста, наставник, social-медиа-эксперт, активный общественный деятель, певица, говорит свободно на 6 языках. Что это за девушка, она сейчас нам расскажет. Вау, Юлия, ну очень приятно такое вообще. Мне Очень кажется, это еще не все. Певица, ну там еще могли бы Да. караоке певица. Давай по порядку. Твоя жизнь — это просто сериал Netflix. Серия за серией интереснее затягивает. Давай с самого начала. Где ты родилась? Чем ты занималась? С самого начала. Да, я родилась в Латвии. Родилась в Малпилсе. Это маленький поселок. Если вы знаете, главная capital. Столица. Столица у нас Рига. Так и я родилась, 50 километров от Риги. В простой семье, как у очень многих, тоже мои родители. Мама работала, помогала local government, как секретарша работала. Папа ехал на большие машины, тоже импорт-экспорт можно называть. Да. У меня есть старший брат, 5 лет старше. Вот. Ну и так и я росла, да. В маленьком городе, но всегда знала, что хотела увидеть мир. Это уже с первого момента, не знаю, у меня всегда было такое желание, я думала, я закончу 9 класс, я поеду учиться в столицу, да, потом посмотрим, что еще дальше, но всегда знала, что будет дальше. Такое. Кем ты хотела быть, когда ты планировала поехать в столицу и учиться? Всегда ли ты была такой активной и знала, чего ты хочешь? Да, интересный вопрос. Я когда была маленькая, знаешь, у меня наоборот было очень много таких скромных количества, да. Я развивалась очень вот такие года, когда я была тинейджером. Мама мне много помогала с этим. Почему? Я была очень худая. Высокая, худая. Да, мама, конечно, мне посылала везде. В музыкальную школу посылала. Я играла пиано. Как и, знаете, в наши края, если так можно сказать, из Латвии это вообще нормально. Ты танцуешь традиционные, ты поешь, choir, да, choir. Я не знаю, что такое. Хор, окей. Хор, да. Танцуешь, поешь и постоянно занимаешься всем чем, что возможно. Но что я мечтала тогда? Я хорошо училась, это было очень важно. На Олимпиады ехала, помню, и думала всегда про это, что хочу развивать свои языки. То есть мне второй язык вообще не русский язык, это английский язык. Уже с 6 лет я говорю по-английски, поэтому русский язык я научилась сама потом. Ты отлично говоришь по-русски, очень с приятным, красивым акцентом. Иногда бывает, конечно, еще mistakes, но это все окей. Я очень много в жизни использовала русского языка. Потом это мне всегда помогло в жизни, что я его умею. Да, это всегда думала про это, как все-таки я тоже почувствовала, что надо научиться. Да.
Ну да, где-то... Второй язык у тебя английский. Второй язык у меня английский. Ты знаешь. Ну, 6 я училась, но я говорю 5. На каких языках? Да, ну, и говорю, по-латышски, конечно, по-русски, по-английски, по-итальянски и сейчас уже Deutsch. По-немецки. По-немецки, да, говорю по-немецки. Училась еще, не скажу по-русски, Swedish. Я училась в Nordic Grammar School. Школа с бизнес как будто направлением. То есть до 18 лет я там училась. Параллельно тогда я уже работала моделью Латвии. Вот расскажи этот интереснейший момент с твоими ногами, которые просто не вмещались у нас в камеру, мы не знали, куда посадить Эвиту. Просто девушка модельной внешности с огромным опытом. Расскажи, как ты попала вообще в модельный бизнес? Тебя где-то увидели или вот как это случилось? Когда было 10 лет у меня, так как я выросла, реально я выросла очень быстро, да, ну, мои кости не выросли так быстро, и я попала в санаторий на целый год, потому что у меня кости неправильно росли. Я не могла ходить. Я целый год не ходила и лежала на кровати, и это был очень сложный момент, у меня 10 лет было. Вот. И после этого момента я очень закрылась. Когда я вернулась в мою школу, люди меня все ждали. Это был такой очень приятный момент, что все меня ждали обратно. Но это то, что со мной, конечно, было много травм из этого момента, потому что девочка в 10 лет, я попала в эту санаторию, и там даже, ни родители можно, там был... Нельзя было посещать тебя, да? Это что с тобой там делали? Тебе какую-то... Ты знаешь, терапию делали? Да. И самое главное было то, мне очень болели ноги, мне кости болели. Я не могла ходить. Им надо было делать много терапии, чтобы это все восстановить и правильно там все сросло как надо. И родители могли меня навестить, но было карантин, там тоже был какой-то вирус. В итоге был такой период, что даже 3 месяца я своих родителей не видела. Плакала. Телефонов у нас же не было тогда еще. Это был очень такой сложный момент. Кстати, я эту ситуацию реально забыла. Знаете, как мы все, как будто мы думаем, что это умно, что мы такие моменты, которые трудные моменты в жизни, мы как будто их хотим всегда забывать. То есть это была своего рода травма, но ты пыталась, когда-то было прошло. Надо в итоге это все растет, И это мы придем попозже уже, когда я с этим столкнулась обратно. Но я скажу это только в прошлом году. И когда я выработала эту травму, я поняла очень много вещей, которые я вообще не ожидала, что это оттуда, что так далеко все-таки есть моменты, которые мы оставляем, которые потом у тебя на всю свою жизнь имеют какие-то значения. Ты выздоровела? Я выздоровела, потом вернулась тоже танцевать, я вернулась в нормальную жизнь, как сказать, но у меня был тоже этот эффект, что были ножки очень... То есть худенькие, я даже не могла одевать юбку. До такого момента я стеснялась. Да, я стеснялась, да. И мама тогда меня тоже, мама сделала очень много для меня, знаете, и началась вот эта вся история модельная, была уже Латвия, это было уже такая популярная, и мама меня туда повела. И так началась вот такая вторая, не знаю, декада, наверное, моей жизни. Я вот уже из 14 лет занималась серьезно с модельным бизнесом. Я работала и в Латвии, да, и училась. У нас там такая школа была серьезная. Это не было только там походить. Мы учились не только как стоять у стены и понимать, как постоянно держать свою спину. Там была история моды, там было у нас всякие тоже, знаете, то, что сегодня Людмила делает в своем красивом месте, это как будто саморазвитие для женщин. Это я уже это все знала тогда. У меня и мейкапа
делали и показывали, как нам самим себя накрасить, да, говорили очень много про self-confidence, то есть как у нас self-confidence? Самоуверенность, наверное, какая-то, да? Поэтому это было мои 14-15, это мне очень много дало. Но это был такой, знаете, дисциплина. Что и параллельно я уже училась в Риге, то есть это все совмещается, я знала, что я хочу дальше. И я помню очень хорошо, что работала Рига модель, но там же еще не то, что мы зарабатывали деньги, это больше был такой престиж, это было приятно, но то, что когда я начала зарабатывать деньги, это попозже, когда 18, я решила закончить сначала школу и только потом уехать в Милан, так как у меня был потенциал, и у нас с этой агентством, это называется Гинсбуде, такое агентство, она была одна из самых таких лучших тогда. Они очень часто приглашали кастинги, да, из интернациональные кастинги. Но не у всех девочек это было возможно. То есть это... Знаете, первым делом, смотрите, у тебя 15 лет, и ты постоянно уже в таком напряге, выберет тебя или не выберет. Это большой стресс, это надо быть очень-очень уже самоуверенной в себя, что ты вообще это можешь, да, и, если тебя не выберет, не расстраиваться, идти дальше, да? И потом еще была проблема в том, что, то есть, Латвия была, я уже могла въехать, но тогда у нас был этот договор, что я могла работать 3 месяца, но мне надо было потом вернуться в Латвию, в мою страну. Потом через месяц опять могла уезжать, но на полную, как будто выезжать и работать год или полгода в другой стране не было возможно. Самый первый контракт, за который ты получила уже хорошую, наверное, сумма был 18 лет. 18 лет. Нет, даже уже раньше я и работала, какие-то Латвии зарабатывала. Если каталог делала, я, конечно, получала деньги, но такое, наверное, 18, это посерьезное началось. Я закончила школу, и тогда я просто решила, окей, у меня 2 возможности. Просто ничего не делать или собрать с собой все, что я могу, и уехать, и работать, зарабатывать деньги. Правильно сделала, да? Да, я уехала 18 лет. Это тоже был такой, приехал кастинг. Такой, да, покинуть родной дом, уехать в другую страну. Или тебе наоборот было, что вау, я свободная, я буду добиваться? У меня я вообще не боялась. Вообще. Я, вот как говорю, если я из своего маленького поселка хотела в город, также я знала, что я из Риги хочу дальше. Я просто знала, я чувствовала, что там есть что-то, что мне надо видеть. Что тебя ждет? Что-то надо видеть. И 18 лет тогда мои родители не могли меня поддерживать. Там все равно, чтобы уехать в Милан, это не так, что кастинг приезжает и тебе говорит, все тебя оплатит, все будет. Все равно тебе надо иметь какие-то деньги с собой. И тогда меня моя крестная поддерживала, она мне дала деньги и сказала: лети. Но когда полетела, не то, что все так легко началось. Сложно было. Модельный бизнес 20 лет тому назад. Мы сейчас разговариваем. Расскажи, очень интересно. Я знаю, это такой специфический бизнес. Знаете, эта тема, знаете, такая тема, которая многие уже про ее говорят. Да. И очень много бывает, когда мы что-то не хотим говорить, потому что ты нам расскажешь? Это вся правда. Расскажи те правду. Кулисы, которые когда-то все там что-то разговаривают, это жестокий мир. Я считаю, что сегодня он поменялся. Я надеюсь. Он стал более цивилизованным? Да. Сегодня и очень много поменялось за 20 лет. Знаете, был этот Me Too, вот все эти movements, они очень меняют, да, вот как люди принимают вещи, да. И когда я уехала, тоже был менеджер, который был такой, знаете,
Не знаю, как сказать, чтобы так... У него было много неплохо девушек. сказать про человека, как можно. У него было много моделей, которых он брал, или ты была одна у него? Не, конечно. Это агентство, которое... Это называется материнское агентство. Они от тебя берут 10% из всего твоего заработку. Потом они тебя как будто делают плейсмент. Но у них цель, естественно, продать, найти Конечно. более самую красивую модель, продавать. Да, конечно. Агентство Melania говорит, окей, мы ее хотим. У них контракт, три части получается контракт, и в итоге получается, что все деньги, которые я зарабатываю, я отдаю 50% агентства Melania, еще 10% я отдаю моему менеджеру, и в итоге ты просто не понимаешь, сколько вообще ты денег зарабатываешь. То есть огром, который я когда-то думала, я же хорошо жила, а если я бы подумала тогда, сколько вообще я зарабатывала уже на тот момент в целом, это вообще другая сумма получается, да? Конечно. Это вообще получается, знаете, когда говорите, а что, вот какой у вас майндсет, вот вы себя, сколько вы себя чувствуете, как вы, да? Оцениваете. Я очень долго с этим не могла, разобраться, что я уже тогда зарабатывала большие деньги, если я считаю, да, все вместе. Но кулисы, которые всегда всем интересны, кулисы. Кулисы — это жестокая часть. Агентство очень лжет. То есть знаете, ты едешь в Милан, юная девочка не берет от тебя сколько денег, сколько можно, pocket money дает, в итоге все больше, там проценты надо уже платить, чтобы им отдать. Потом живешь, как, знаете, когда старые времена, не знаю, и там вот такие кровати, да, двухэтажные, да? Двухэтажные кровати, там по 6 девочек в одной комнате, а ты платишь 800 евро за неделю. Подумайте, дайте деньги, сколько тогда надо зарабатывать, чтобы это все отдавать, да? А еще надо питаться. Потом надо питаться, потом они, конечно, делают очень много тебя эти модел-тест, всего того, и еще и это надо, и потом в итоге вот за 3 месяца ты работаешь, да, идешь на кастинг. Кастинг очень много было. Знаете, это же Melania нормальный день, это было 7-8 кастингов, это вообще нормально. Мы все имели map. У тебя был на день список прямо кастингов, которые ты проходила. Да, и просто по городу берешь всякие публичный транспорт и едешь, и тебя везде надо успеть. Это твоя дисциплина. Если ты не успеешь на кастинг, это означает, что ты, может, не получишь работу. А в кастингах там девочек миллион каждый день. Опять это такой жестокий, почему я говорю, тоже момент, потому что девочкам очень рано надо привыкать к этому, что ты понимаешь, что ты выходишь, иногда бывает момент, что swimsuit же надо было очень много купальников, очень много надо выходить на где люди сидят, там много людей, тебе надо себя каждый раз показать. Окей, и каждый раз это такой, им не важно, что ты можешь сказать, и они смотрят на твое тело. И это тоже, я знаю, что у многих моделях потом это бывает немножко такая травма или комплекс, который надо вырабатывать позже в жизни, потому что в тот момент, ты как девушка это не понимаешь, да, как они на тебя смотрят. Вита, вот скажи, когда ты проходишь эти кастинги, естественно, если так много народу, получаешь отказы. Вот как ты их переживала? Было, что переживала? Или потом входишь в такую рутину и думаешь, отказ, придет наоборот. Да, это точно так, как ты говоришь. Ты просто понимаешь, что ты вообще даже не думаешь много про это, но все равно каждый день у тебя надо поймать свой этот момент. Сегодня я получу работу.
Потому что ты знаешь, сколько минусов у тебя в агентстве, знаешь, там деньги надо, да, и это большая напряга. Ты видишь всегда тоже девушки, которые получше, не знаю, они похудее, они покрасивее, у них там на фоток получше они выглядят. Постоянно ты, я или все модели перешли это, что у тебя надо себя уважать и любить. Но это, когда ты юный человек, это очень трудно. Комплексы бывали постоянно. У всех моделей комплексы. А у тебя у самой были какие-нибудь комплексы, что ты думала, действительно, моя коллега получила работу, я нет? Может быть, я недостаточно худа? Не знаю, кстати, вот на диетах вы сидели наверняка, не доедали или думали, у меня тут целлюлит, надо что-то делать. Ну, вы знаете, так как у меня по жизни я была худая, да, мы уже эту историю знаем, что не знаю, повезло ли мне в бизнесе модельном, но я могла кушать много. И не толстеть. Не толстеть, но был момент, так как я очень любила пиццу, я любила пасту, я очень обожаю еще итальянское, да, мне очень нравится еда итальянская. Были моменты, когда я ехала обратно через 3 месяца в Латвию, и эти 3 килограмма там были. И потом у тебя быстро надо спортзал, чтобы за месяц ты обратно уехала уже в свою форму, потому что тебя же мерил постоянно. Знаете, это постоянно мерили. Ты приезжаешь, так, реально постоянно, каждую неделю нас мерили, да? Там вес, всё в сантиметрах. Да, это же то есть такие карточки, где ты себя как показываешь, свои лучшие фотки, ты оставляешь, это сет-карт такой назывался, и это всегда оставляет всем кастингам, даже если ты им не нравишься на эту работу, всегда есть это как визитная карточка модели, да, то есть самые лучшие фотки, имя и размеры, все, ничего больше не важно. То есть я вот сейчас думаю про такие моменты, которые были не самые лучшие, может. Я очень быстро поняла, что я так деньги не смогу зарабатывать, потому что эти минусы, которые шли, я просто была в шоке. Я поняла, что я никогда в итоге домой не приехала с деньгами. У меня всегда минусы были, потому что, они там крутят, потом у тебя получается, ты зарабатываешь, например, возьмем, не знаю, 5000, возьмем, да, зарабатываешь, отдаешь там, сколько процентов отдаешь, да, всем. Что? В итоге, у меня остался, например, 2000. Из этих 2000 у тебя такие минусы, что ты эти деньги никогда не видел. И тогда я поняла, что что-то мне надо менять, потому что мне очень понравилась Италия, мне очень понравился Милан. И я придумала, что пора, наверное, будет уходить из менеджера, чтобы что-то менять. Надо уходить из агентства, которое меня тогда взяла первый раз. И надо начать как-то саму что-то делать, да. Но уходить из менеджера — это тоже нелегко. Я не знаю, повезло мне или не повезло, но то время, когда я ровно хотела уйти из моего менеджера, его обвинили в sexual harassment. Домогательства каких-то сексуальных. Да, то, что потом мы это все узнали, и были девочки юные. Я говорю, я ждала, пока мне будет 18, чтобы выехать с моей страны. Я реально подождала, чтобы я была уже человеком взрослым, да. Но были много девочек, которые были 15-16, которые родители подписывали документы, что они отпускают своих детей. И я видела, что этот менеджер сделал с одной девочкой. У нее была депрессия полностью. Он ее использовал. Потому что как это начинается? Это тоже психология. Это большая психология. Это, знаете, вы хотите что-то добиться. Юная девочка. И
есть человек, который тебе говорит: ну я тебе помогу, но слушай, ну все равно, знаешь, вот так надо. И ты говоришь: ну нет, это неправильно. Ну, а потом это, знаете, идете на кастинг, опять ты не видишь какой-то прогресс, и у тебя начинается такой: ну я же тоже домой не хочу полететь без ничего. Как же так? Я же уехала в Милан зарабатывать большие деньги, а мне ничего не получается. И вот здесь этот перелом у многих было. Ну, начинают тоже, знаете, девочки были, 18 ты человек, который ты можешь уже решить, ты хочешь с фотографом иметь платонические какие-то, да, или рабочие. Не платонические, да. Но когда тебя 15-16, если твой менеджер, извините, свинья, может, не понимаешь, что это означает. Ну и девочка психически еще не повзрослела, конечно. Своей целью в голове она идет на его ухищрение. Да. И это было... То есть мне было лет 19-20 уже, когда вот ровно был такой момент, что я решила уйти. Я могла уйти, потому что у него вот произошло этот момент. Это было в Латвии тоже такой скандал. И я сделала больше. У меня был тогда партнер, и мы сделали материнское агентство сами. В Латвии. Агентство еще сегодня существует, но он сейчас живет в Лос-Анджелесе, и у него большое модельное агентство сейчас в Лос-Анджелесе. Да, это мой бывший партнер. Тогда мы даже не знали, что это будет. Вот, знаете, вот если кто-то мне тогда бы сказал: вау, ты уже 18-20 сделала первый стартап. А что это такое? Что стартап? Что это такое? Я вообще не знала. Мы делали это, потому что мы хотели помочь людьми, знаете. И, конечно, это было и официально, были и контракты, подписывали контракты с мамами, с папами, которые мне доверяли своих детей. То, что я делала в Милане, для них это было... смотрел, чтобы не ходили в дискотеки, чтобы агентство... То есть был определенный свод правил, которые можно было делать, что-то нельзя было чтобы делать. агентстве реально деньги показывали так, как они есть, да, то есть я как будто за ним следила там, да, а вот мой партнер тогда Латвии, он был главный, который организовал там все, да. Какое-то время это было очень cool, но я тоже поняла, это был, как мы сегодня понимаем, стартап. Да. Стартап деньги не зарабатывал. Все равно опять это получалось такое, как будто такое немножко, знаете, идем круговорот. Ты работаешь, ты хочешь помочь, но деньги не очень-то приходят, да. И тогда я решила. Я уже жила одна, то есть у меня были много агентств. Я решила, что я пойду вот так, знаете, буду работать, чтобы у меня еще много кастингов были, да. И когда ты уже в этом бизнесе какое-то время, у тебя получается возможность, конечно, и зарабатывать не с агентством, напрямую, знаете. Появляются эти возможности, конечно, когда ты зарабатываешь. Веду напрямую с рекламодателем или вот с фирмой, да? Даже не... например, знаете, если показ моды, так можно тебя нанять сразу, да, там... Без агентства. Без агентства. Или очень популярные были, еще сейчас они есть в Милане, это называется шоурум. Шоурум, что это означает? Это как все модели реально делали большие деньги. Потому что никто магазин, да, журналы, газеты. Да, эдиториал деньги почти не платили, да, это только престиж. Деньги делались в шоурумах. Шоурум — это после показа моды, например, в Милане у нас 2, да, еще и сейчас есть сентябрь и есть февраль. Большой показ. Берем Dolce Gabbana, например, да, мы все знаем Dolce Gabbana. То есть они делают свой большой показ, огромные все celebrities, и потом у них на 3 месяца каждый день
работа для моделей, много моделей, где-то даже 10 моделей, которые там приезжают интернациональные покупатели. Да. И каждый день делается показы, но они маленькие, но ты понимаешь, это такая работа, ты каждый день идешь на работу, и тебя нанимают сразу не только на один показ, тебя нанимают на 30 дней. И это и на деньги получается супер, потому что ты знаешь, сколько у тебя получается деньги, да, сразу. И я тоже вышла, конечно, много на шоурумах. Потом последние 3 года я эксклюзивно работала с Max Mara. Max Mara, Max & Co. line. Я поняла быстро, что я могу делать. И поэтому знаете, это, наверное, такой важный вопрос вообще в жизни каждой женщины. Как быстро ты принимаешь, что правильно для тебя, и сколько долго ты, может, остаешься в таком, знаешь, dreamland, да, мечтаешь, а я хочу попасть в Vogue. Это тоже такой интересный момент. Я приняла это, что нет, не будет, наверное. Я хотела зарабатывать деньги. Мне важнее было то, что у меня уже есть работа, которую я могу иметь, да. И параллельно я начала учиться в актеры. Актерскому мастерству. Да, было такой момент, что мне очень не нравилось, что модель принимает, как я уже говорила, знаете, вам мерит вас. Ты не важно вообще, да? То есть параметры. Вообще не важно, что ты говоришь. И у меня в один момент был такой, я хочу говорить, я люблю говорить, я не хочу просто, чтобы на меня смотрели и все. И я решила, что я пойду в телевидение. Да. Я не знаю, хотела ли я реально стать актрисой, но мне очень мюзиклы нравились, да, так как я уже в детстве это всем занималась, и пела, и танцевала, и мне это было такое приятно, я реально хотела, и я увидела, что там в это время в телевидении большие деньги зарабатывались. В Милане и в Италии это... Мне кажется, даже еще сегодня это такой, знаете, хороший... прибыльный бизнес, да. Соответственно, работа хорошо оплачивает. Да. И мне хотелось, я очень хотела немножко какой-то этот стейдж, не знаю, как... Но тебе хотелось больше... Да, и быть персоной, которая люди знают не только из картинки или просто кто Эвита, а Эвита что-то больше. И параллельно занималась тоже, то есть юные модели привезли, да, это все было параллельно. Сама параллельно была моделью, но я жила постоянно уже в Италии, то есть из 20 лет, да, последние 20 до 23 я жила постоянно в Италии, я домой уже не ехала, у меня был свой такс, да, и я зарабатывала сама без агентства и могла сама свои налоги платить. Вопрос. Твой, не называй сумму, просто интересно. Да. Твой самый большой контракт, который ты сейчас даже вспоминаешь и думаешь, вау, я это сделала. Вспоминаю. Давай. Дубай. Вообще, я в жизни не думала про это, что в Дубае 20 лет назад был модельный бизнес. Люди боялись тогда еще ехать в Дубай. Я не знаю, что у них страна, конечно. Что у них там было, что они думали. Но, кстати, я не была блондинка. Блондинок там не брали. Я была черноволосная, да. И я получила эту работу в Дубае. Поехать на 2 недели, по-моему, в Дубай. Это даже не была работа, это было агентство, которое захотело. Я не была одна, мы поехали, по-моему, 4 или 5 девочек, то есть это было cool, cool trip, очень приятно, на 2 недели. И я просто в Дубае так все кастинги брала. Я не знаю, что это было, если я в Милане и работала, работала окей. Дубай, это было за эти 2 недели, это было как вы говорите, момент, самый high-peak, где я знаю, сколько я денег заработала, и это было вау, вау. И
И очень приятно, были такие большие билборды со мной, потом, знаете, вот компания как, ну не знаю, наверное, можно с Зарой сегодня сравнить, их магазины были, вот тоже мои картины, это очень было приятно, да. Невероятно. И потом там я делала тоже кампейн для Парижа. Знаете, вот как это все понять, где... Как это работает. Да, да. Вот Дубай, 2 недели мне принесли, по-моему, деньги, которые я в Милане зарабатывала, ну, почти год. Ну, так, это контракт. Ну, может быть, меньше, но можем сказать, да, ну, полгода точно. И Вита, у меня вот еще такой вопрос. Ты знаешь, часто проводятся конкурсы красоты. Да. То есть раньше это была натуральная красота. Меня вот тебя, как от девушки, от модели, хочется узнать. А сейчас у нас выходят на подиум, давай даже возьмем всю семью там Кардашьян и так далее. Все конкурсы красоты принимают участие зачастую девушки, у которых уже там не одна пластическая операция. То есть раньше этого не было же, правильно? И почему сейчас такие стандарты красоты, что девушки имеют право после вот этих всех операций выходить и претендовать на имя модели, там, королевы красоты? Как ты считаешь, правильно это или нет? Интересный вопрос. Я не могу это комментировать, правильно ли это или нет. Это так, как есть. Это как будто, если мы сегодня бы сказали, почему когда-то был BlackBerry, а сейчас у нас iPhone, почему мы сейчас все имеем айфоны. Это то, что происходит. Это то, что вот я говорю своими детьми. Я понимаю, что для вас я вообще из другого века. Мы узнаем так много. Да, у меня будет 40. 40 — это хорошая, не выглядит. Она хорошая цифра. Я обожаю, чувствую себя очень хорошо, но есть такое дело, что я тоже чувствую иногда, боже мой, сколько я видела, как мы, ну вот это развитие, да, вот и красоты, это вообще мы не успеваем, это все, да, наши дети видят то, что они сегодня видят, и у них эталон красоты вообще другой. Но он же фальшивый зачастую. Но мы не можем это сказать им, понимаете, потому что это ихний. Сегодня это называется Gen Z, да, а мы не знаю, кто мы там считаем, да. У Gen Z они видят Кардашьян, они видят Бейонсе, и у них эталоны, стандарты другие. Это такая дискуссия, потому что если общество это принимает, если общество это хочет. Ты считаешь себя красивой женщиной? Да. Супер. Вот видишь. Вообще очень много самоуверенности. Вообще люблю себя. Но на тебя дочка придет и скажет: мам, мне кажется, мой нос какой-то не такой. Вот мне надо тут подшить, тут перешить, и там доколоть. Да. И тогда я буду красивая. Что ты скажешь? Да. Ну, у меня дочка... А ты знаешь, что она идеальна. Ну, ты видишь, ты знаешь. У меня дочка 15, то есть сейчас тоже такое интересное время. Я на себя очень смотрю, вот думаю очень много, какая я была в 14-15, и какая моя дочка. Я люблю ее очень, и она очень красивая девушка. Но я думаю, у каждого есть свои, такие... где конфиденции не хватает, да, это же вообще нормально. Кстати, у моей дочки была большая операция, у нее большой шрам на животе. Это был момент, который у нас, вы понимаете, для девочки принять что-то такое, это мы тоже плакали. Но это я всегда ей говорю, что тебе надо понять, что это тебя спасло жизнь, что важнее. И как вот она уже много тоже принимает такие вещи, но если она бы мне сказала: вот мама, у меня там нос не такой, я, наверное, бы не могла сказать ничего другого, но если это реально у тебя в жизни будет мешать, я не смогу тебя сказать нет. Но это не 15 лет, это не 16, не 17 лет. Подожди. Ты была у нас в Италии. Да, в Италии. Сколько ты еще осталась в Италии и вообще сколько ты проработала в итоге в общей сложности моделью? Когда ты закончила? Да, или я ты до сих пор не заканчиваю. До сих пор модель?
Ну, это отлично. Не, я сегодня себя не считаю уже моделью, я себя, наверное, больше считаю как, бренд-амбассадор, как мы можем это по-русски сказать. Ну, к тебе обращаются наверняка различные бренды, чтобы ты их как-то отрекламировала. Да. До сих пор обращаются? Да. Да ты что? Да, это мне нравится, но мне это уже, я это вижу немножко из другого уровня. Мне нравится тоже этот креативный процесс, чтобы не только меня выбирали, потому что я как модель, а что я могу сделать это тоже, эту рекламу, скажем, наверное, что я могу вот свой взгляд поставить на как это надо выглядеть. И это мне очень нравится. Такой креативный, можем называть, уже direction. Ты пошла на курс актерского мастерства. Да, что произошло там? Произошло то, что появился новый менеджер, для актерского сейчас, появился новый менеджер, который, как всегда, тоже был, знаете, то все равно там все было такие, кулисы там были. И я много про это не буду рассказывать. Я скажу одно. Я первым делом поняла, что они от меня хотят то, что я не хочу давать. И мне были границы. И я поняла, что если это не мой талант, который в итоге меня туда поведет, а мне надо иметь, не знаю, такого друга, я не была готова. Это, знаете, вот какой-то момент я шла, и потом, записывали, был и какой-то CD у меня был, что только не было, чем только не занималась. Один раз, я помню, в телевидении надо было выступать в телевидении, танцевать, а я просто очень опаздывала. Я прибежала, знаете, как звезда прибежала, давайте всем сейчас, давайте. И я как села в шпагат, и я порвала мускул. И это было, конечно, знаете, насколько время потом, пока мы лечили эту ногу, это полгода. Я вообще не могла заниматься обратно с этим, танцевать. Этот шоу был такой... У нас был такой маленький шоу с одном еще такой... как сказать, певец, тоже певец был. Я много делала. Я с футболом делали передачу с футболом. Знаете, Италия это вообще было, знаете, футбол. Это, боже мой, я даже не помню, с кого я там встретила. Мне не интересовали итальянские футболисты. Нет, очень странно. Всех интересует, а Виту нет. Да, вот. И я тоже не понимала, что со мной такое, почему. Вообще у тебя, давай честно, сколько мужского внимания ты получила? Из 100%. Мне кажется, все 100. Ты до сих пор идешь по улице, я думаю, там... Знаете, поэтому есть часть меня, которая тянет обратно Италию. Они очень уважают женщин. Вот никогда там не чувствовала так, что на меня смотрели как на мясо, можно так сказать, да? Наоборот, всегда было они тебя с утра, ты просыпаешься, идешь выпивать кофе, и это энергия, которая они просто, ой, как у тебя дела, что у тебя сегодня кастинг, сколько кастингов, да, молодец, ты все получишь. Но это такой очень дружелюбное отношение, не то, что ты привыкла или видела в других странах. Да, я скажу, наверное, итальянцы как испанцы. Испанцы тоже такого плана, да. Мне вот Испания тоже очень нравится как менталитет, да, менталитет. У нас Германия по-другому. Вы знаете, да, что это. Если ты видишь с утра своему соседу, доброе утро, как у вас дела? Подумать, что мы сошли с ума, да? Да, окей. Я помню, я не могу, не хочется так прыгнуть, но когда мне родился сын, в Германии уже жили здесь, мой сын родился уже здесь, мне сосед принес подарочек, положил на полу, даже не позвонили в дверь. Принес подарок для моего... Я говорю, слушайте, мне кажется, кто-то у дверей. Нет, никто же не звонит. В итоге реально, я выхожу и смотрю, что человек ушел
я ставила подарок как на землю, знаете. Мне жалко иногда, потому что я наоборот такой человек, который всегда бы приглашал и сказал, они не хотят заходить, знаете. Им, по-моему, другой вот менталити, пусть только не приглашают меня внутрь или как-то так. Ну да, немцы другие, вот конечно. Да, здесь это очень не хватает с утра, вот эта там позитивность, да, когда ты можешь вот куда-то пойти и просто заряжиться из того, что люди просто тебе дают этот эмоциональный, да, вот такой момент, да. Просто вот улыбка у тебя просто на все на весь день. Идем обратно в Италию. Сколько предложений руки и сердца получила Эвита за всю свою... Вот расскажи. Ты такие настоящие? Я про визитки даже не спрашиваю. Про сколько раз спросили телефон, это ты уже сбилась со счета. Да я никому не давала телефон. Я сказала, если ты хочешь меня найти, найдешь. Ну, ты пользовалась, безусловно, какой-то популярностью бешеной. Знаете, если было бы нам этот наш разговор про женского, а не про историю жизни, я бы тебе очень много рассказала. Расскажешь. Скажу, что эта тема большая, и я считаю, что я научилась уважать мужчин. Я научилась понять их. Сначала, конечно, 20-е годы, почему мне надо их понять? Им надо меня понять. То все им надо для меня делать. И знаете, вот когда я познакомилась с моим мужем мы вместе сейчас 11-й или 12-й год, даже не знаю. Неважно. Все классно. Но я была готова. Я к нему, знаете, я много работала тоже вот свои 20, не знаю, может, декаду, 20-30, чтобы научиться вообще, как быть женой. Я считаю, поэтому я очень поздно поженилась. Мы официально поженились мои 35, то есть у нас сейчас в этом году 5 лет будет свадебная, да, вместе, то есть больше, чем 10. Да. Но я знаю, что я свои 20 или 18 такого мужчины никогда бы не получила. Потому что это невозможно. Почему? Они все об этом мечтают. Сейчас встретят любую 18-19, они говорят, вот хочу все и сразу. Вот чтобы сегодня все на мне было, а я ничего для этого не делала. Но самый хороший вопрос — это ты хочешь для его, для семьи или для себя? Это твой эго, который говорит? Или важные слова. Знаете, эго — это тема. Почему ты хочешь? Это потому, что общество хочет, чтобы у тебя это было? Или ты реально человека хочешь, потому что ты знаешь, что означает любовь, что означает любить? Отдавать тоже, не только получать, любить. Отдавать. Это означает принимать человека. Знаете, как? Ой, не, я хочу я не хочу с животом, я не хочу, не знаю, там такие глаза мне не нравятся, но вот еще надо его повыше. И денег на счету побольше. Ой, да, и там сколько там уже на машины, яхты. Сегодня у меня все это есть. Но я это все заслужила, и я все заработала. Как вы познакомились? Ты увидела, сразу поняла, что это вот твой мужчина? Нет, или он тебя увидел и сказал, боже, все. У нас не все было так просто. У нас было первый год мы познакомились. Можно сказать, тогда это время я уже жила в Лондоне, я работала маркетингом, бизнес-девелопмент, занималась очень много luxury, да, вещами. Работала как директор яхтовой компании. Были у нас 2 офиса, один в Монако, один в Лондоне. И развивала весь лондонский бизнес. И очень такая большая моя работа была ровно на, знаете, ивенты, приватные банки, все то, что вот знакомство, можем назвать высшего общества, да? Да. Даже вот всякие red carpet ивенты, все это была моя работа. Я встречалась с Биллом Клинтоном, это мне было очень приятно. Я как такая чувствовала себя, боже мой, да. Он уже, был такой постарше, но он же такой, знаете, вау, мужчина. И
Это был ивент для 2012 года. Это был ивент для entrepreneurs. Entrepreneurs, что-то у нас, которые начинают бизнес. Стартап тоже? Да, тоже он был спикером. И вот, например, моя компания спонсорировала этого ивента. Почему? Потому что нам надо было получать датабазу. Да, знаете, поэтому моя работа была очень такая, постоянно смотреть, куда и что нам делать. Я работала много с русскоговорящими клиентами, конечно. Но в Лондон я попала по-другому. Я попала из-за этого, что первым делом хотела работать, вторым делом уже из Милана были какие-то связи, уже начались, да, и я поняла, что я хочу, вот мне интересно вот этот event management, может, там, где я могу больше говорить, пиар. Я когда-то вот вернулась в Латвию, поступила PR advertising, да, но работала в Лондоне. И я приезжала в университет, и мой профессор говорил: ты нам расскажи, как там в настоящей жизни работает маркетинг и пиар. Потому что для них Лондон, работать в Лондоне, знаете, это не то, что каждый тогда имел такие возможности, что просто я там работаю в Лондоне, приезжаю в Латвию, заканчиваю университет, знаете. И это было очень интересно. Да, и я познакомилась с своим мужем из одного такого ивента. Это был как суперкар-эвент. Суперкар, как мы называем по-русски красивые машины. Феррари, туда-сюда. Да? Это был тоже такой гламурный ивент, который мы спонсировали и давали яхту на Монако Гран-при. Знаете, вот эти Формула-1, да? И он первый год, мы познакомились просто так, и ничего не было, знаете, как сказать. Он был в моей клиентной базе, да, и после первого года был второй год, и он вернулся на этот ивент, и вот и тогда как-то уже там все началось, немножко сопало то, что, наверное, я была не в очень хороших отношениях в этот момент уже, я очень много работала, и у меня вообще тогда была вот карьера, все, и у него, как мы знаем сейчас, да, был момент, что тоже отношения были где-то, не в уровне, да, и вот как-то так сопало, но мы познакомились, у нас история там еще целый год, пока она пришла к этому, что точно будем вместе. Давай продолжим. Мне интересно, как ты переехала в Лондон? По какой причине? Лондон мне очень понравился как город. Эти, знаете, архитектура, вот то, что какой такой гранд, вот это очень такой исторический, мне очень понравилось. И я себе просто положила цель, что Лондон будет следующий город. Как? Не знала, но знала, что хочу. В свое время уже, знаете, много контактов поимела в Милане, и из-за этого помог мне кажется, один из директоров, который я работала в компании уже как бренд-амбассадор тоже для туфли. И у него были контакты. Но как я получила работу свою первую в Лондоне? Из-за итальянского, из-за русского языка. Вот так. Как так? Вот так. В это время было очень популярно всякие фонды, инвестиции фонды. Очень много русскоговорящие тогда хотели в Лондон и инвестировали в Лондон, да, и как-то получилось так, что меня пригласили на project management. Это маленькая работа была, и я была ассистенткой сначала, даже не директора, человека, который делал все материалы для презентации ихнего фонда русскоговорящим клиентам. Но когда меня приняли работу, это было очень смешно, потому что они такие: окей, у тебя какое вообще образование? Я говорю: вот такое, сейчас учусь. Что ты делала перед этим? Модель работала. Вау! Но знаете, этот человек главный, он был итальянец.
Это был решающий момент. И это просто, и он такой, ну ты просто такая, ты говоришь идеально. Я говорю, я научусь все, что надо будет. Вот все, вот дайте мне просто возможность. И я научилась все, что мне надо было. Если есть желание, да, то человек... Да, и ну вот за первый год поднялась из ассистентки, поднялась на project manager. После первого года они мне дали возможность иметь офис Латвии. Ну, как будто маленький офис, потому что главный офис был в Лондоне, но это было дорого, чтобы меня сразу, как будто, чтобы я жила в Лондоне, поэтому я первый год работала из Латвии, приезжала в Лондон, когда investor meetings были, да, то есть я организовала все для русскоговорящих. Из этой работы пришла следующая. Конечно, это же вообще все нормально, потому что инвесторы, которые с фондом тоже были знакомы, но не только русскоговорящие, были инвесторы из всего мира, конечно, и которые приезжали в Лондон инвестировать, которые хотели что-то. Ну мы все хотим зарабатывать деньги, да, и этот мир тогда тоже был такой для меня как будто новый, но я уже за год много узнала, и много контактов новых появились, и потом то есть я познакомилась с инвестором, которые хотели развивать бизнес для яхтовой компании. То есть у них была компания Монако, и они уже думали, что им пора как будто открывать офис в Лондоне. И слово за словом, и знаете, и так и сначала меня приняли тоже как маркетинг-менеджера, бизнес-девелопмент, маркетинг. Потом я стала директором этой лондонской офиса, да. И потом уже крупно занималась, да. Клиенты были, которые летели приватными джетами, в Монако я их летела, очень много работала с такими. Но я познакомилась с своим мужем. И я влюбилась. Начался новый этап. Это вообще был такой этап, что я не поняла, что происходит. Любовь, ужас. И да, потом, кстати, мой муж сначала предлагал мне работу. Это тоже была бы хорошей работой, потому что у него в это время была компания здесь, из Гамбурга, которая занимается, еще сейчас и занимается, но уже не моего мужа компания, а вот, знаете, вот весь Шанель, сумочки, вот то, что мы одеваем, Dior, продажи, которые second-hand market, да, вот это старые вещи, я не знаю, да, старые луксовые вещи, которые мы продаем. Можно так сказать. Да, и он тогда развивал этот бизнес тоже на интернациональном уровне, и им надо было иметь директора для Лондона. Была бы хорошей работой мне. Но так я для своего мужа, конечно, никогда не начала работать. Тогда я пошла работать, последняя работа, перед мы уехали из Лондона, с часами. Я работала, то есть тоже, конечно, это, все там же, лакшури, этот весь, так как у меня уже был такой хороший нетворк, и я пошла работать с компанией, которая distribution в UK, маленькие бренды из Свитзерленда, которые, luxurious, да, бренды. Мы их дистрибьютировали в Юнайтед да. Британию. И работала там, конечно, с маркетингом, работала с приватными ивентами, работала даже с Harrods, потому что у нас два бренда мы поставили в Harrods. Это поставить Harrods Fine Watches Department бренда, это вообще вау. И вот это был такой у меня последний момент, когда я тоже работала для кого-то. И пришел момент, когда мы захотели, конечно, семью развивать и решили, что будем переезжать в Гамбург. Да. Как тебе была эта новость о переезде в Германию, в Гамбург? Я любила Лондон, мне нравился Лондон, но я считаю, Лондон — это такой город, когда ты юный и без семьи — это супер. Но то, что с детьми, это уже по-другому.
с мужчином, то есть как семья жить уже это вообще другой, я думаю, и считаю, что это не так легко. Мы смотрели, мы хотели такого плана дом, что-то другое хотели, и не могли найти то, что мы хотели. И так как у моего мужа тоже были маленькие дети с первого брака, мне это было очень важно, чтобы у него был хороший контакт с своими детьми. И мы решили, что будем переезжать. Мы нашли очень красивый дом, который мой дом сейчас в Гамбурге. Я полюбила этот дом. Вот пришел момент, и пришел мужчина, который за меня хочет наконец-то отвечать, наконец-то хочет меня не только любить, но давать мне вот эту security, безопасность, к которой я стремилась. А что самого сложного, на твой взгляд, в позиции быть женой? Так, принять человека, какой он есть, принять то, что ему важно, что у него есть другой взгляд на вещи, и что он не может видеть твою призму, у него своя призма. Он вещи видит от себя, и твои ценности иногда не такие же ценности, как у него, но очень важно поддерживать друг друга. Очень-очень-очень важно вообще, чтобы отношения друг с другом разговаривали. Это то, что наши родители, я считаю, они не умели. Я много работаю над том, чтобы я могла с моим мужем быть вместе без детей. Я обожаю своих детей, обожаю тоже, что едем куда-то вместе, но я сама и сегодня знаю, что я полностью меняюсь, когда дети. Потому что я не могу просто вот на все иметь то же самое внимание. Мужчине надо тоже такое же внимание, как у детей. А где мы? То есть опять вот этот баланс, да, как разделить это все и как научиться иметь вот такого плана свой какой-то формулу, но эта формула только у каждой женщины будет своя. Привет, какая ты мама? Строгая? Ой! Или наоборот, ты хохотушка, как сейчас с нами? Я думаю, что я строгая мама вообще-то, но маленького мы избаловали. Это тоже я знаю, что у него границы немножко такие меньше, чем дочки сейчас. Она тинейджер. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы. Это был такой принцип, почему мы уехали из Лондона, был у нашей дочки, она училась в Лондоне в школе, и там был день рождения, где был весь Хилтон этот этаж, сделанный на Winter Wonderland, знаете. Такого плана казалось, боже мой, если это то, что в 6-5 лет родители считают нормальным для своего ребенка, что будет дальше? Да, это мы очень хотим, чтобы наши дети все равно поняли, что означает зарабатывать деньги, как они зарабатываются. И вот у меня дочка будет, там надо делать internship. Практика. Практика, да. И я очень жду, я так хочу, чтобы она посмотрела, что означает работать, да. И у нас нет такого, конечно, дети живут хорошо, но самое такое главное, что они здоровы. И, Вита, расскажи о своей деятельности в Гамбурге. Так, да, но я стала мамой второй раз уже. У моего сына сейчас 8 лет, так как мы переехали в Гамбург, я родила ребенка в Гамбурге, у меня был такой план, и я думала, что интернациональная школа, например, будет там, где я найду интернациональных людей, и вообще все будет у меня такой классный комьюнити, красивые, классные девочки найду. И как-то это все не сбылось. Я поняла, что у меня вообще другой менталитет. Было очень трудно, когда я переехала сюда, так как я жила все равно в постоянно таком, знаете, имела какой-то стиль, элеганцию. Мне очень нравилось. Я собой тоже всегда, говорю, занималась и себя
ну, не знаю, меняла для такого плана, чтобы иметь свой какой-то взгляд на моду, и чтобы у меня была возможность тоже хорошо разговаривать с людьми, которые тоже, вот знаете, ну, такого высокого уровня, если мы можем так их назвать. Когда мне самый такой хай момент в моей жизни была моя свадьба. Когда мы переехали в Гамбурге, у меня была одна цель — я организирую сама свою свадьбу. Была идея, что мы хотели жениться, да, в Комо, потому что мой муж, у него папа был итальянец, но он вырос в Гамбурге, и мы оба как будто, ну, у меня моя часть итальянская, я уже почти всегда себя чувствую немножко, как у меня такой темперамент итальянский, я люблю эту страну, и мы решили, что мы будем нашу свадьбу устраивать в Италии. И поэтому мне вот такие 2 первые года я занималась, я не работала, у меня был маленький ребеночек, да, бэби, и я развивала дом наш, нам был проект перестраивать наш дом, это очень много времени занимает, наш дом большой, много этажов, и я устраиваю свою свадьбу. Это было очень классно, я взяла самое лучшее, я скажу, конечно, моя подруга тоже Латвии, wedding planner, да, она помогала, и мы вместе очень много делали, и постоянно ехали в Италию. Это был, знаете, такой вообще шикарный момент жизни, чтобы сорганизовать свадьбу. И сделала, ну, наверное, все так, как хотела, и лучше. И вообще я очень рада, и что не только рада, я благодарна жизни, что у меня была такая возможность. Я мечтала свою свадьбу такую, и она была такая. Какая была твоя незабываемая свадьба? Ой, ну как рассказать свадьбу? Это ну, давайте пару рассказ. Фотографий ты нам, может быть, предоставишь? Да, с удовольствием. Были журналы, которые нашу свадьбу потом, ну, тоже репортировали, да, потому что это все было перед ковидом. Знаете, наша свадьба — это был самый такой большой праздник для нашей 150 гостей, потому что после этого мы поженились в сентябре 2019 года. И мы тоже почему так долго не женились. Это был... я очень хотела, чтобы наш сын, что он себя помнит и смотрит сейчас фоточки из нашей свадьбы, он видит себя. Это мне было очень важно, чтобы он мог остаться там тоже подлиннее, не как бэби, чтобы не плакал. Это у нас было такое, знаешь, у меня был вот такой момент, я сказала: так, никто не берет своих детей. Это может, ну, тоже показаться такой very selfish, как это selfish, это такой был момент. Ну, нагло, может, как-то, да. Но это не так. Очень многие нам говорят: как же, где же я и своих детей? Ну, хотите, приезжайте, не хотите, не приезжайте. Берите няни, да, мне все равно. У меня вот был момент, я думаю: боже, я иду там, и знаете, там начинают эти дети, там, детские, да? или еще кто-то вибит. Это мой момент, самый большой момент моей жизни. Вот не хочу я там детей. И так и получилось, и было, ну, просто такой момент вообще, ну, сказка. Моя свадьба была сказкой. И после свадьбы у меня было такое сразу понятие, что надо делать свое что-то. Но так как я знала, что я с бизнесом тогда еще заниматься вот на полной катушке не могу, у меня маленькие дети, и не хочу, не могу, вообще не хочу больше работать 24 часа своей жизни, да, и я придумала, что надо делать комьюнити. Самой. Да, самой. Так как я все время считала, что в Гамбурге все-таки элеганция была в таком, ну, не самом высоком уровне, и что одевать каблуки было нигде. Это поменялось уже намного лучше. Вот это я надеюсь. Уже последние 5 лет много чего поменялось. Хорошие рестораны, люди выходят намного больше, но, знаете... Скажи, какие вот топ-3 твоих лучших ресторанов в Гамбурге? Я люблю Эдмондо. Да, люблю, мне нравится. Здесь недалеко от Людмилы, один из моих таких, мне очень нравится
Hendrix. Hendrix нравится. У них новый ресторан открылся, класс, Hafen City. Ну, Никки Найн тоже. Никки Найн, да, но Никки Найн иногда сложно получать там место, но в Гамбурге очень много хороших ресторанов. Я обожаю Бьянк. Я могу там, знаете, я могу много про рестораны говорить. Хотите советы от Эвиты? Да. Подписывайтесь на ее Инстаграм. У нее в Инстаграме можно, да. Я придумала сделать такой комьюнити, который будет наоборот, вот не то, что на пользу всем, которые, ну, скажет, как будто you have to blend in, вот как надо тебе мне помочь, чтобы тоже стать тоже там. Я придумала наоборот. Буду делать так, чтобы другие хотели интегрироваться ко мне. И вот так началась High Heel Society. А с чего ты начала? Ты просто в Инстаграме сделала объявление? Или как ты вот начала собирать? Первое было имя. Почему? Потому что так много туфлей из Лондона стояли в моем красивом шкафе, и мне просто было так жалко их. Я думаю, боже, ну как это возможно? Ну куда мне постоянно, да, никуда не идти своими туфлями красивыми. И как-то вот этот high heels мне всегда тоже имела такое... женщина, которая себя хочет показывать, которая, конечно, элегантность может быть и без каблуков. Это вообще никогда не говорила. Я обожаю тоже без каблуков носить красивые туфли. Но все-таки вот женщина, когда она хочет быть, знаете, такая... я хочу быть такая вот женщина. Каблуки — это просто, это нужда, да, чтобы твой аутфит, вот весь твой образ стал такой эффективный. И да, тогда что я сделала? Да, у меня Инстаграма еще не было тогда, я вообще ничего по Инстаграму не знала. И я сделала Инстаграм, потому что я подумала, вот где ты найдешь этих женщин, которые тебе нравятся? Ну как? Ну есть же, наверное, они. Ну как их найти? И тогда я, сделала первую страничку в Инстаграме, и я просто начала репостовать женщин в Гамбурге, которые мне нравились. Вот, реально искала в Инстаграме другие аккаунты, смотрела, мне начала делать какой-то блогер-комьюнитет и репостовать их. И потом появилась идея, что мне надо... Потому что очень многие мне писали, ну, кто за High Heel Society? У меня еще не было вообще идеи, что High Heel Society дальше будет. Я, кстати, сначала High Heel Society думала делать как мультиблог по-английски. Потому что я нашла здесь такой гэп, что если ты ищешь информацию по-английски, ее нету. Вот, например, где сделать ногти, волосы. Вот это мне самой надо было 2 года, пока я поняла, куда мне пойти к парикмахеру, да, потому что, и это у нас же, женщин, это очень важно, для себя ухаживать. И сначала была идея делать такой мультиблог. Я его и начала делать. Конечно, потом, когда ты что-то делаешь бесплатно, и ты хочешь это делать просто из души, давайте, кто мне поможет. Это все классно, но в одной момент ты оказаешься там же, где ты начал. Я делаю блог-посты, а вот других нету времени. Да, если ты не платишь деньги, это была вот такая инициатива, как будто сначала начать эту комьюнити, как все кто хочет, мне помогает, да, и давай развиваем. Но так не было. Уже очень быстро я поняла, что так не будет. И так как многие мне говорили, что хочет со мной познакомиться, я решила, что мне тоже вот этот за кадром не очень нравилось. Я всегда хотела быть с людьми, да, face to face, да, как будто мы говорим. И первый ивент я сделала для блогеров. Я собрала 20 блогеров. Большие блогеры. У одной девочки сейчас 5 миллионов. Когда у меня первый раз была на моем пикнике, у нее было, по-моему, 2000. А девочки, которые по 100 тысяч followers, там были поменьше блогеры, но они все ответили мне, понимаешь? И это был такой вау, феномен. Но я их пригласила на
как будто нетворкинг, маленький нетворкинг-пикник для них, чтобы они друг друга познакомились, что они для меня все элегантные блогеры, элегантные женщины, и я хотела немножко побольше это развивать, как будто что мы друг другу можем помочь, или, например, что мы можем сделать даже для других брендов, да, вот. И это был очень такой очень хороший, очень successful пикник. Тоже один бренд из Мюнхена, она показывала свои украшения, да. И я поняла, что этот формат интересный. И там вот эта идея началась. Я говорю, окей. То есть они, понимаешь, тогда я не думала, сколько это показывается на их там каналы, сколько эти блогеры там, сколько у них там эти аудиенсы. Я просто не подумала про это. Это дело как будто автоматически. А потом просто ты думаешь, боже, это же большой рич, да, вот. Много людей. Ты реально много людей можешь соединить. И вот это пошло. И пошло так, что я начала понимать, что много подписчиков, начала делать больше эти как будто ивенты, но мне было такое скучно просто собираться без никакого толка, как сказать. Твой смысл, ты всех собираешь, а что получаешь? И в итоге, конечно, был и ковид, и во время ковида я делала онлайн мастер-классы, всякими, просто чтобы девочкам не было депрессивно, потому что сначала этот комьюнити, я его так развивала все равно где я. У меня план был, может, даже там открывать в Милане один день, то есть я думала, если это в один день станет как бизнес, я его буду развивать дальше. Это не стало, я очень много научилась из этого, потому что это тоже был такой процесс, что я хочу, сколько я в это хочу класть время, и сколько я от этого получаю обратно. И если мне закладывать там деньги или брать деньги из людей, вот, например, если ты делаешь как приватный клуб, идея сначала была такого плана, да, окей, закрываем и делаем memberships, и делаем приватный клуб. Я просто поняла, что у меня то, что важно, вторая сторона, быть женой, быть мамой, этот мой баланс, вот, который у меня есть, мой красивый баланс, он, конечно, изрушится, потому что ты не можешь развивать бизнес, если ты не там. Я скажу, конечно, 100%, потому что, у тебя тогда всю свою энергию надо там класть, чтобы это все развивать, да. Если ты берешь деньги с человека, чтобы у него были какие-то, например, ивенты на будущее, это означает, что у тебя надо заставлять программу на целый год, например, что ты ему будешь предлагать. Нет. Мне важно поехать летом в Францию. Мне важно иметь flexibility, да, вот. И я знала, что это долго не будет длиться, но я не знала, как мне из этого вот выйти. Я попробовала тоже сама стать блогером. Это была идея моей подруги, которая большая блогерша, Ирина. И мы с ней очень много делали вместе, поддерживали вот юные бренды. У нас получался такой красивый тандем, что мы много фотосессий можем делать. То есть собрали уже вокруг себя, знаешь, такие классные комьюнити. То фотографы, то мейкап-артисты, то девочки, которые что-то хочет делать. И вот тоже был такое интересное время. И параллельно делали какие-то вот маленькие ивенты, где мы все собирались, и они друг друга, знаете, узнали. Потом какие-то новые проекты, постоянно что-то появляется. И это мне нравилось, что я могу людей просто вместе совести. Да? Но я и тогда еще не знала, куда я иду дальше. И это было тоже момент, когда мне мама умерла, и это, наверное, был точно тогда момент, когда я поняла, что High Heel Society никогда не будет жить дальше, потому что это все-таки там нету плана, да, и поэтому я много чего я просто поняла себя, что оставлю это как хороший
пример, потому что за 4 года, что я с этим занималась, очень много новых комьюнити выросло в Гамбурге. Девочки, у них есть где идти сейчас. Есть люди, которые им предлагают мастер-классы. Вот у нас сейчас Людмила с этим тоже занимается. Это прекрасно, потому что когда я это делала, мне казалось, я вообще не могу найти это для интернациональных людей. Вот. То есть чем-то это все закончилось. Это не закончилось, это закончилось мне. То есть клуб дальше существует, и люди дальше встречаются. Люди встречаются, это просто не в High Health Society. Но это cool, потому что какой-то movement я все-таки сделала. Задвигался Гамбург. Да, и элегантство, и High Heels, да. Так, вот. Ну и тогда в прошлом году я решила, что пора понять, что я хочу. Наверное, это первый этап. Да, как понять, узнать, что я точно не хочу. Как узнать, что я хочу, это, конечно, большая работа самой собой. И это ставить цели, это понять, что вот как ты видишь, где ты себя видишь, тоже на эти 5 лет, на 10 лет. И если у тебя есть визия в твоем голове, что ты не в Гамбурге, и если ты хочешь заниматься с бизнесом в Гамбурге, как это вообще возможно? Что ты видишь, да? Ты понимаешь, что это невозможно быть successful, успешным, если твоя визия не совпадает с реальностью. Реальность и визия не совпадает. Поэтому я очень хорошо знаю, что в один день я в Гамбурге уже не буду жить, потому что у меня другие визы, у меня другие цели, но то, что я сейчас за этот год хочу сделать, это консультации, бизнес-консультации для стартапов, для женщин, для мужчин. Это мне почти окей на оба, но больше работать на таком уровне имиджа, персонального имиджа, чтобы понять, как твой бренд, как развивать твоего бренда, тебе надо понять и начинать с собой. Начинать с себя. Да, вот и то, что я делаю сейчас. Я пройду этот этап, чтобы сделать свой консалтинг-бизнес, да, и тогда я смогу уже другим это полегче и побыстрее научить. Я бы с огромным удовольствием обратилась бы к тебе на консультацию. Спасибо. Берешь ли ты людей? Можно ли тебе написать в Инстаграм и вид? Я хочу от тебя консультации получить. Да, я сейчас делаю свой бизнес, да, это будет, я думаю, что мне очень нравится весна, это когда женство, когда вся эта энергия, которая расцветает, поэтому я сейчас до марта-апреля недоступна, но после марта-апреля будет уже вся информация моей социальной, я буду очень рада, что у меня будет новый followers, и, конечно, буду ждать новых людей. И, Вит, у тебя скоро будет юбилей. Ой! Знаешь, мы хотели бы тебе всей нашей съемочной командой пожелать дальше цвести, потому что ты невероятная девушка, у тебя такой опыт, просто тебя хочется слушать больше и больше. Спасибо, спасибо. Если у тебя когда-то будет книга, я первая, кто куплю. Как только у тебя будет консультации, просто вот я уверена, будет шквал. Просто твори дальше, твоя энергия просто какая-то неиссякаемая, невероятно большая, добрая, чистая, светлая. Спасибо. Вообще твой смех и все. Ты тоже только мне с тобой так приятно. Позволь нам от нашей съемочной команды тебе. Ой, я точно не ожидала. На твой юбилей. Спасибо. На твой юбилей тебе. Видишь, ты сказала, любишь весну, вот тебе. Я очень обожаю. Это очень такое приятное. Спасибо Цвети, и мы все все-таки желаем, чтобы подольше осталось в Гамбурге, несмотря на то, что ты, может быть, не очень хочешь, но мы очень хотим. Не, Гамбург всегда будет тоже здесь, потому что поэтому я бы хотела делать бизнес как консультации, потому что я могу работать откуда я хочу и сколько тоже своего времени могу контролировать сама, так как у нас есть планы, да, на будущее, может быть, где-то в Южной Франции жить, но у нас все равно будет как можно сказать, одна нога
Гамбурге, и если у меня будет люди, которые меня будут ждать, как вообще нет вообще вопроса, я буду здесь. Мы будем ждать. Спасибо. Очень приятно, Спасибо. очень приятно. Спасибо тебе огромное за интервью, за твою энергетику, вообще за твой опыт. Спасибо.